Так, все, почти наше поселение, жилой дом в сборе. Трудится во благо. Приступаем к ремонту печечки. Здесь вандалы сняли, к сожалению, такую верхнюю плиту. Ну вот, нашли мы запасную. Хоть она и лопнувшая, но я думаю, ничего страшного. И наша задача сейчас отшелушить то, что глина уже от старости потрескалась. И будем мы наносить, вот сейчас мешаем в таком вот тазике, будем наносить новый слой. И нашу печечку восстанавливать. Так она в целом, в принципе, осталось ничего. Вот она идет на эту комнату и сюда на эту комнату. Тут все целое, слава богу. Тут, я думаю, нам работы не предстоит никакой. В принципе, отделались легким испугом, можно сказать, да? О, Настя. Я же уже профессионал. Да, она уже профессионал по восстановлению печей. Глиной замазывала стены. Да, теперь сейчас замазывать будешь печку, да? Ну, наверное, не знаю. Или уступишь парням хоть чуть-чуть уступлю работы? вам место. Ну ладно, договорились. Вот осталось тут от прежних хозяев инструменты. Это всегда хорошо, это приветствуется. Что без инструментов тяжело что-то восстанавливать. Вот навели порядки тут. Но вот так вот, чтобы вы понимали, после старенькой бабушки выглядел практически весь дом. Это вот осталась еще малая часть, мы не добрались, оставили на закуску. Это, я так понимаю, предполагается терраса, веранда. Тут расчистим и будет тоже красота. Очень много у нас материала для огорода. Вот этим всем хламом мы будем выстилать потом поверх травы. И на будущую весну, когда все перепереть, перегниет, там будут готовые грядки. Еще вандалы тут оборвали всю проводку. Вот, ну хорошо, хоть счетчик оставили. Сейчас мы будем кидать поверх стены новую проводку. Не будем ее прятать в стену, не будем мы на чердак вести во избежание каких-то пожароопасных ситуаций. И всю по наружке кинем, запитаем все комнаты, сделаем розетки в жилой зоне, в этой комнате, в этой. Здесь для холодильника. Ну и выключатели с лампочками, естественно. И будет у нас класс. Так, Марина тут принялась за маленькую комнатку. Я вообще никогда не участвовала в таком вообще разборе полетов. Мне очень нравится. Это прекрасно, скажи. Это круто вообще. Может где-то клад даже здесь есть. Все может быть, поэтому хорошо по углам смотрите. А вдруг я? Так, кто первый найдет клад, тот и молодец. Кто-то поделится. Ну, естественно, 25% вам, 75% общине. О, не, ну так, не вариант. Так, тут электрика идет полным ходом. Сережа по кличке Электрон. Так, Юрчик у нас вообще непревзойденный мастер по восстановлению печей. Даже самых безнадежных. Тем временем, если порыться хорошо, можно найти много интересных раритетных вещей. Например, вот такая сумка. Мы нашли крутую пепельницу, на которой выгравирован Харьков, Харьковский вокзал. Чего только не найдешь в старых домах. После того, как часть работ уже была выполнена на прошлой неделе, сегодня мы снова собрались, чтобы сделать еще большую часть работ. Что было уже сделано? Вынесено очень много хлама, всевозможных вещей. Также частично помыли домик, помыли стекла, частично сделали печь. И сегодня нам предстоит сделать еще внутренние работы, заниматься плинтусами, дальше заделывать печь, штукатурить стены глиной и многое другое. И сегодня я тоже покажу, какой будет результат. В доме мы нашли вот такую интересную рубашку, абсолютно эксклюзивную.
о которой расскажет, в чем ее эксклюзивность, моя мама, которая занимается пошивом изделий уже давно. Ну, я нашла эксклюзивность этого изделия прежде всего в том, что она сшита полностью ручными швами. И настолько интересная техника, все защипы, зажимы, нет ни одной машинной строчки. Это очень интересно, уникально. Мережка сделана вручную, вышивка ручная. Думаю, что, скорее всего, это начало века. И как минимум лет 100 этой кофте уже есть. И я подозреваю, что это рукотканный лен, он не крашеный, он такой структуры с узелками. Раньше делали лен, сами ткали, в реках полоскали, и получалось вот такое полотно. Ну, рукав, конечно, красивый в наших национальных традициях. В общем, рубашка просто очень красивая, классная. Жалко, что музеи сейчас не функционируют, куда их можно было бы отдать. Итак, основная работа по вычистке дома была проделана, был убран весь хлам, помыты окна. И вот что получилось. Заштукатурили стены, вынесли всю мебель отсюда. Вот такая получилась красивая печь, аккуратная. Вот вторая комната. Вот что здесь получилось. Тоже все отлично подготовлено для жизни в ней. Вот такая красота получилась. Достаточно приличный размер дома. Думаю, жить в нем будет очень уютно и хорошо. Идет домой свою хозяйку, да, Кися? У-у! Какая Вообще. красота! Экскурсия! Тут живет чемодан. Видишь, гардероб. Боже, как красиво стало. Я счастлив. Анюта.